Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я делаю классический вариант пирожного картошка. Пирожное, любимое миллионами из детства. Пирожное съедается мгновенно, готовится очень просто и быстро. Классический вариант, который мы сегодня будем готовить, готовился именно со светлым наполнителем, то есть было не темным внутри это пирожное. Использовалось также два вида крема, либо крем-шарлот на яйцах, либо сливочный крем, с которым более длительно хранится пирожная картошка. Вот я сегодня покажу более простой крем, с которым более длительно хранится картошка. Это сливочный крем. Итак, 8 яиц среднего размера, весом без скорлупы, примерно по 50 грамм, я разделяю на желтки и белки. Желтки я на пару минут отставлю в сторону и взбиваю сейчас белки. 8 белков, 16 грамм ванильного сахара, и от общего количества 240 грамм сахара я добавляю примерно 1/3 в белки. Взбиваю примерно около 1 минуты, добавляю туда 15 грамм кукурузного крахмала. Вы можете не добавлять крахмал, я это делаю для стабильности. И взбиваю около 3 минут. Получается вот такая глянцевая, пышная, красивая меренга. Отставляю сейчас пока в сторону и буду взбивать желтки. 8 желтков я взбиваю около минуты, чтобы разбились пленочки у желтков. Оставшийся сахар я сейчас добавляю туда порциями и взбиваю всю желтковую смесь около 3 минут. Масса станет побелевшей и пышной. Когда она стала вот такой пышной и побелевшей, можно прекратить взбивание, и я добавляю туда порциями, очень аккуратно, круговыми движениями всю белковую массу. То есть белки вмешиваем вот так очень бережно, чтобы не осадить массу. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Будем выпекать одним коржом на одном противне. Все это делается очень просто и быстро. 240 грамм муки я просеиваю порциями. Если вы новичок, примерно в 7 приемов следует просеивать здесь муку и также бережно круговыми движениями перемешивать это лопаткой. Если у вас мука сильная, следует взять здесь муки на 10 грамм поменьше, если мука у вас с большим очень содержанием белка. Перемешали массу. Противень здесь у меня большой, 42 на 32 сантиметра. Выкладываю туда всю бисквитную массу. Выпекать буду в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 25 минут. У меня прошло 25 минут, корж испекся, не нужно его здесь зажаривать, то есть этого достаточно. Сразу же ничего здесь не жду, извлекаю его из противня. Переворачиваю на решетку вот в таком виде, снимаю снизу бумагу для выпечки, она у меня силиконизированная, очень хорошо снимается с коржа. И сейчас при температуре 100 градусов Цельсия подсушу его в духовке 15 минут, не более, иначе корж у вас очень высохнет. Разламываю просто на кусочки для того, чтобы в измельчителе мне удобнее было его измельчать. То есть он не должен у нас превратиться в сухарь, этот корж. Это очень важно, иначе пирожное будет такими крупинками внутри и неприятное на вкус. Измельчаю порциями, потому что у меня измельчитель здесь не берет большую массу. Крошка здесь должна быть не как панировочные сухари, она должна быть нежной очень и мягкой на вкус. Вот это очень важно. Если вы располагаете временем, вы можете дать отлежаться этому коржу 8-12 часов, как это и было на советском производстве. Там он делался из обрезков от бисквитов, этот десерт. Вот такая крошка легкая, воздушная, в то же время очень нежная. На вкус у меня получилось. 350 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно 3 минуты. Просеиваю туда порциями 200 грамм сахарной пудры. Я готовлю здесь сливочный крем, то есть 2 крема шло в это пирожное, либо крем-шарлот, либо сливочный крем. Это более быстрый вариант. Здесь очень важный момент. Если вы выберете этот крем, как я показываю в видео, следует взбивать сахарную пудру с маслом не менее 10 минут.
чтобы сахарная пудра полностью объединилась с маслом и не было таких кристалликов. Если вы новичок и сомневаетесь, получится ли у вас такой крем, вы можете сделать обычный советский крем сгущенка со сливочным маслом. Для этого понадобится 350 грамм сгущенного молока с сахаром и 350 грамм масла. 150 грамм сгущенки добавляю к этой массе и очень хорошо все это взбиваю. То есть крем должен стать вот таким пышным, воздушным. Лучше это, конечно, делать в планетарном миксере, но я по обыкновению показываю для тех, у кого нет планетарного миксера. И также туда использовался крем Шарлотт. Ссылочку на приготовление крема Шарлотт я, конечно же, вам оставлю в описании к данному видео. Крема Шарлотт здесь понадобится тоже примерно 700 грамм для вот этой порции бисквита. 1,5 столовые ложки коньяка туда добавляю и все хорошо опять же перемешиваю. Если вы хотите безалкогольную версию приготовить, вы можете добавить буквально 1-2 капли ромового ароматизатора, не более, иначе ароматизатор будет заглушать собой вкус самого пирожного, а этого допускать нельзя. Вмешиваю сейчас весь крем в крошку, для этого я беру другие насадки у миксера. Вы можете вручную все это вмешивать, как вам больше нравится. 1 столовую ложку с горкой крема я отложила на украшение пирожных. Если вы не захотите украшать, вы можете весь крем туда добавить. Когда вы уже объединили весь крем с крошкой, вам следует этот полуфабрикат, эту массу обязательно попробовать, если вы хотите готовить для своей семьи, потому что сейчас многие уже пробовали производственное пирожное, современное пирожное картошка, и оно очень часто идет таким очень влажным и совершенно будет отличаться от вкуса именно классического пирожного. Добавьте туда тогда 1-2 столовые ложки молока в эту массу и еще раз перемешайте. Это просто как совет такой вам. Формирую вот такие трубочки. Вы можете в бесформенном таком виде их оставлять. По 70 грамм я здесь буду делать пирожные. Просто из моего детства я помню именно такое пирожное, что оно было сформировано вот именно в виде таких трубочек, более оформлено. Не было такой бесформенности в нем. Все-таки какая-то эстетичная подача у него была. Вы же можете в виде прям такой грубой картошки его делать. Так как это не детский вариант, формирую большие пирожные. Если вы на детский праздник будете формировать эти пирожные, достаточно будет и 40-50 грамм. Все на ваше усмотрение. Вариант для детского праздника делается, естественно, безалкогольным. У меня получится 19 вот таких трубочек, останется еще немножко массы, из которой я уже полноценную такую трубочку не смогла скатать. Я сейчас ничего не жду, сразу буду обваливать эти заготовки в какао. Для этой массы я беру 50 грамм сахарной пудры, здесь у меня и 50 грамм какао-порошка. Здесь смело можно брать 30 грамм сахарной пудры и 30 грамм какао-порошка, просто здесь я показываю для видео, чтобы мне было более комфортно работать. И просеиваю обязательно всю эту массу, потому что сахарная пудра всегда имеет в себе комочки. Обваливаю один раз в массе. Вот эта сухая смесь, она полностью впитается у меня в пирожное. Пирожное я ни в коем случае не убирала сейчас в холодильник. Если же вы захотите, именно чтобы пирожная картошка как в земле так выглядела, вам следует второй раз обязательно обвалять еще раз в этой сухой массе сами пирожные. Вот тогда будет вот именно вид таких вот картошечек. У меня она полностью впиталась, я дала им постоять где-то буквально полчаса. И я какао-порошком, буквально здесь 1 столовая ложка, посыпала пирожные. Вы можете этого не делать, вы можете вообще их ничем не украшать, это все на ваше усмотрение. Какао на пирожном ни в коем случае горчить не будет. Делаю коктейльной трубочкой вот такие углубления, чтобы потом крем можно было отсадить на какао, иначе это будет невозможно сделать. Насадка у меня здесь 6 мм открытая звездочка, я использую для крема. Вот такие глазки делаю картошки, так называемые. Вы можете меньше крема здесь использовать. Все на ваше усмотрение. Можно их сейчас убрать в холодильник и в герметичном контейнере. Вот именно с этим сливочным кремом наиболее длительный срок хранения у картошки. Я поэтому его здесь и использовала. Неделю точно они простоят и ничего с ними не будет. Разрезаю сразу же при вас. То есть оно у меня не было в холодильнике, это пирожное.
Очень нежное, очень мягкое. И, естественно, перед подачей нужно после холодильника дать ему достичь комнатной температуры. Это именно классический вариант пирожного картошка. Вот такое нежное, его видно, какое оно нежное на вкус. Главное, не пересушите здесь корж. Раскладываю их в формочки для маффинов. Очень это удобно, эстетично и для перевозки, и для подачи. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.